Подписчики много раз просили меня записать видео про БМПТ Терминатор. Есть такое российское чудо-оружие, о котором их пропаганда пишет в самых восторженных и хвалебных тонах. Сейчас мы с вами разберемся, что это за вундервафля такая. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. Как всегда, вас прошу в начале лайк, подписка, комментарий, 3 несложные действия. Не забывайте включать уведомления, такой колокольчик под видео, чтобы не пропускать появление новых роликов. Кто хочет помочь финансово, немного задонатить на канал, Patreon в описании, или вот здесь вот где-то кнопочка «Супер спасибо». Там можно тоже немного пожертвовать на деятельность канала. Вообще разработка БМПТ Терминатор или боевой машины поддержки танков началась еще в Советском Союзе в 80-х годах. Все это делалось на основе опыта афганской войны, и советским генералам нужно было некое средство с большим огневым выходом. Ну, то есть вот с большой огневой мощью и высокой скорострельностью. В Афганистане для этого использовали зенитные установки «Шилка». Ну вот кто знает, такие четырехствольные установки, поскольку маджахеды, слава богу, там не обладали своей авиацией, то с «Шилок» снимали радиолокационную станцию для дополнительного боекомплекта. И вот эти 4 пушки по 23 мм каждая были способны там производить огромное количество выстрелов в минуту, до 4000, если я не ошибаюсь, да, обладали чудовищной огневой мощью и довольно высокой такой разрушительной силой для разного рода вот глинобитных сооружений. Вот в афганских кишлаках, да, для боев внутри оружие было практически идеальным. Но «Шилка» все-таки это зенитка, она почти не обладала никаким бронированием, ее было легко поразить, и поэтому вот было принято решение разработать этот самый БМПТ. Вообще эта концепция до сих пор вызывает довольно много споров, но бог с ними, со спорами. Сейчас вот мы с вами разберемся, что же это получилось за оружие. Что она из себя представляет? На шасси танка Т-72. Позднее хотели использовать на шасси танка Т-90, но было принято, видимо, решение, поскольку танки Т-90 в принципе нужны в армии, нужны сейчас на фронте очень сильно, и тратить эти шасси как-то получилось, видимо, не очень рентабельно, и в итоге оставили вот это на шасси танка Т-72. Так вот, устанавливается боевой модуль, снимается, грубо говоря, башня, да, вместе с ее модулем, и устанавливается другой боевой модуль, который очень насыщен разного рода оружием. По идее, вот так на первый взгляд, Терминатор обладает чудовищной абсолютно для подобного класса машины огневой мощью. На нем установлено 2 30-мм пушки, пулемет Калашникова танковый ПКТ, пусковая установка противотанковых управляемых ракет «Атака» и 2 гранатомета АГ-17Д. Ну это как АГС, автоматический гранатомет, только АГС танковый для пехоты, а АГ это вот ставят на танки там по сторонам, по разным сторонам от этого модуля. Экипаж машины получился аж 5 человек, то есть на 2 больше, чем в основном боевом танке, что довольно странно, кстати, учитывая, что эту машину подавали как нечто такое совершенно прорывное, да, а в прорывной технике количество людей, по идее, должно сокращаться. Такое увеличение количества членов экипажа произошло вот за счет появления этих гранатометов. Сам факт их наличия там, опять же, у экспертов вызывает довольно много споров. Нужны ли они там в принципе? При наличии, например, вот этих скорострельных автоматических пушек, которые обладают, ну, куда более впечатляющей мощью, чем автоматические гранатометы, во-первых. Во-вторых, имеют там куда меньшую мертвую зону и так далее. Но окей, поставили и поставили. В итоге вот получилось 5 человек. В чем достоинство Терминатора? Во-первых, танковый корпус, что дает экипажу, несомненно, лучшую и большую защиту, чем там боевая машина пехоты 1, 2, 3, неважно какой модификации, обладающие, как известно, вот я рассказывал в одном из видео, буквально картонной броней. Это наличие 2 скорострельных пушек 30 мм, да, с впечатляющей совершенно скорострельностью и дальностью, и огневой мощью тоже. Кроме этого, конечно, унификация с Т-72, поскольку одно шасси, один двигатель, одна ходовая часть, одни гусеницы, там одна коробка передач, ну, в общем, все одно, это всегда облегчает логистику, всегда облегчает ремонт, обслуживание, поставку запчастей в строевые части, это всегда хорошо. В чем главная проблема Терминатора? Главная проблема Терминатора заключается в его тактической роли. Это вообще основополагающий критерий для создания любого оружия. Да? Если мы создаем какую-то систему оружейную, оборонительную, не знаю, наступательную, не имеет значения, мы должны понимать, для чего мы ее создаем, чем она будет заниматься на поле боя, каковы ее задачи, каков круг ее задач.
Так вот, по поводу Терминатора пишут, что у нее широчайший круг задач у этой машины. Это все сразу нет, потому что не бывает машин с широчайшим кругом задач. По мнению создателей этого чудо-оружия, она должна бороться с пехотой, с бронетехникой, с полевыми укреплениями, прикрывать танки, бороться с воздушными целями. Ну, короче говоря, вот такое прямо универсальное такое оружие на поле боя. То есть она должна двигаться рядом и вместе с танками в одном буквально как бы боевом порядке и уничтожать все, что представляет для танков угрозу, и все, что, ну, скажем, недостойно 125-миллиметровой танковой пушки. Теперь подробнее о недостатках. Во-первых, боевой блок. То есть сам экипаж, да, находится в танковом корпусе, защищенный броней, к которому можно поставить динамическую защиту, теоретически можно даже поставить активную защиту, хотя она там не сильно распространена, если вообще хоть как-то распространена в российской армии. Но сам боевой блок, вот этот вот блок с пушками, ракетами, пулеметом и гранатометами, все это торчит снаружи башни и абсолютно беззащитно. От осколков, от попадания крупнокалиберных пуль, от попадания там снайперских пуль, от попадания 30 или 25 миллиметровых снарядов, даже от попадания бронебойных пуль от пулемета Калашникова. Все это может с легкостью вывести из строя боевой модуль, да, то есть один, в принципе, крупный осколок, поразивший этот модуль, там от разрыва снаряда, какой разорвался, там, не знаю, в 100 метрах от этой машины, вот крупный осколок может вывести этот боевой модуль из строя, и все. И машина превращается просто в такое такси бронированное, на котором экипаж, если успеет, может уехать. Кроме того, она в принципе поражается птурами, как и любой танк Т-72. Единственное, конечно, ей не грозит детонация боекомплекта, потому что в ней нет танкового боекомплекта, вот этого раздельного, да, отдельно снаряды, отдельно заряды, вот это вот очень неудачная компоновка Т-72, которая постоянно приводит к детонации, вот этим подрывам жутким с отрыванием башни и так далее. Но в целом, еще раз говорю, боевой блок абсолютно беззащитен и очень уязвим. Кроме того, сам набор вооружения, в общем, вызывает вопросы у многих, опять же, специалистов. Вот, в частности, например, Уралвагонзавод, когда презентовал эту машину, он писал буквально следующее, да, в пресс-релизе этого завода, или там в презентационном релизе было написано, что эта машина способна заменить на поле боя одновременно 6 БМП и 40 солдат. Ну, то есть, практически, ну, по сути дела, роту. Это абсолютно не так. Потому что 6 БМП обладают 6 скорострельными автоматическими пушками, а не 2, как Терминатор. 6 пулеметами, а не одним, как Терминатор. 40 солдат тащат на себе еще несколько пулеметов, гранатометы и так далее. И все это вместе дает... И плюс к этому количество целей-то больше. Да? Противнику сложнее уничтожить 6 БМП, чем один Терминатор. Ну, по поводу воздушных целей тут вообще отдельная история, потому что вот опыт применения тех же зенитных систем, там Шилок или Тунгусок, показал, что без собственной РЛС подобная машина, даже обладая скорострельными пушками, даже обладая суперскорострельными пушками, ничего поразить в воздухе не может. Вообще, в принципе, это миф, что вот вертолет можно увидеть глазами в бою и вот легко его так поразить. Все это фигня полная. Современные боевые вертолеты работают с таких дистанций, как бы у них есть дальнобойные ракеты, да, на которых их вот практически не видно вообще глазом и не слышно в принципе. Поэтому их засечь можно только вот радиолокационным способом. А если БМПТ-терминатор не обладает такой станцией, если оно не включено в сетицентрическую систему обмена данными, она не включена в нее, в российской армии отсутствует такая система, значит, она не видит вертолет. И вертолет может ее легко поразить, в отличие от Терминатора. Есть вопросы и к птурам. Птур-атака там используется. Он, в общем, неплохой, но считается устаревшим, потому что управляется по лазерному лучу. Принцип «выстрелил, забыл» не реализуется. Я вообще не знаю, есть ли в России, кстати, комплексы, вот, которые реализуют этот принцип. Fire and forget, да, как Джавелин, например, тот же, что-нибудь в этом роде. Может быть и есть, но атака считается устаревшим комплексом. И с точки зрения бронепробиваемости, хотя, в принципе, он пробивает, да, броню основных боевых танков, и с точки зрения системы прицеливания. Потому что, когда ты стреляешь на полигоне, в идеальных условиях, окей, попасть можно, да, легко. Когда это происходит вот в общевойсковом бою, дым, взрывы, поле боя там запылено, задымлено и так далее, то применение лазерных систем это, в общем, довольно проблематичная история. Ну и надо сказать, что вот пребывание в одном боевом порядке с танками, которые теоретически ведут бой против танков же опять,
для Терминатора может стать совершенно фатальным, да, потому что, ну, боевой блок беззащитен раз. Броня у Т-72 там весьма сомнительного качества, это, в общем, продемонстрировала уже даже не только война в Украине, а та же война в Сирии, например, где сирийская армия активно их использовала. И учитывая, что эта машина создавалась на опыте локальной войны, конфликта низкой интенсивности, то ее использование в общевойсковом бою, где противник использует артиллерию, авиацию, беспилотники, танки, там, бронемашины различные, где пехота насыщена различными средствами противотанковыми, все это делает полезность Терминатора в бою очень и очень сомнительной. Короче говоря, получилась такая машина, вот очень красивая. Да, для парадов подходит идеально. Для полигона, где она стреляет, там изрыгает огонь там во все стороны, просто прекрасная. Что касается ее боевой ценности, то тут вот есть вопросы. Есть опыт ее боевого применения в Сирии. Да, туда отправляли несколько терминаторов для того, чтобы использовать их там против сирийских партизан там, или террористов из ИГИЛа. Что самое любопытное, результаты этих испытаний засекретили. Никто не знает вообще, как она себя там показала и показала ли она себя вообще в принципе. Но я еще раз напомню, что в Сирии это был конфликт малой интенсивности. Конфликт, где у противника не было практически тяжелого вооружения, такого серьезного, да, дальнобойного и так далее. И то результаты засекретили, потому что совершенно непонятно, как они себя там показали. На войне в Украине тоже применяют эти БМПТ «Терминатор». Ну вот было несколько кадров, там на направлении Сватово-Кременной они в частности действовали в составе, если я не ошибаюсь, 90-й танковой дивизии. Вот там есть видео, где ползает Терминатор по лесу и стреляет там из своих пушек. И есть один точно подтвержденный факт поражения этой машины украинской артиллерии. Вот к вопросу о том, что в общевойсковом бою эти машины чрезвычайно уязвимы, кстати, для артиллерийского огня. Впрочем, даже у самих российских военных есть довольно серьезные сомнения вообще в целесообразности создания такой машины. Там пытались сделать ее различные модификации. Там, например, есть Терминатор-2, с которого сняли эти гранатометы проклятые и поставили туда не 5 человек экипажа, а 3 человека. Окей, это лучше, но это не сильно удешевило машину, просто несколько упростило ее эксплуатацию, уменьшило количество вот членов экипажа, которые тоже нужно обучать. Вот лучше всего высказался по этому поводу такой эксперт Мураховский, есть у них такой теоретик военного дела, вот, которого там никак не обвинишь в отсутствии, значит, Z-патриотизма и так далее, но тем не менее, вот что он сказал по поводу машины Терминатор. Мое личное мнение заключается в том, что такая машина, как Терминатор, является сомнительной. Просто потому, что она не обладает никакими преимуществами, которые значимы перед основным боевым танком, ни по системе управления огнем, ни по возможностям ведения разведки, наблюдения и целеуказания, ни по возможностям своего вооружения. Поиск места Терминатора в боевых порядках, говорит Мураховский, является проблематичным. То есть мы возвращаемся к тому, что у нее неясная тактическая роль, что вот навернули такую крутую машину, да, которая реально очень круто смотрится, но как ее использовать совершенно не ясно. Тут проблема вся заключается в том, что как вообще происходила разработка вооружений в Советском Союзе или происходит в Российской Федерации, как она происходит на Западе. На Западе военные говорят, нам нужно такое-то оружие для выполнения такого-то круга задач с примерно такими-то тактико-техническими характеристиками. Дальше на конкурс предлагаются там 5 моделей от разных фирм. Из них в результате конкурса отбирают 2, потом проводят более такие углубленные испытания, проверки там, и соревнования буквально между ними. Остается одна, вот ее уже, собственно, развивают, которая наиболее подходит к запросам армии. В России там все немножко наоборот. Там вот Уралвагонзавод в инициативном порядке, значит, решил разработать вот такую вот дуру, да, красивую, навернуть на нее всякого оружия. Сейчас вот есть одна из модификаций, на которой вообще 57 миллиметров пушку поставили. Ну вот с дуру ума может себе кое-что поломать, как известно, да, и 57-миллиметровое орудие вызывает там у военных еще больше вопросов. Потому что в эксплуатации сложнее, управлять сложнее, а боекомплект получается в 1,5 раза меньше, чем у 30-миллиметровок, хотя сопоставимо по дальности и гораздо меньше по скорострельности. Короче говоря, Терминатор получился красивый, дорогой и практически бесполезный. Спасибо, что смотрите мои видео. Еще раз вас призываю, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, пишите в комментах, о чем хотели бы поговорить. Обязательно это обсудим. Всем пока.